Один из самых продаваемых кроссоверов в мире обновился. Встречайте новое Toyota RAV4. Шестое поколение модели дебютировало сразу на всех ключевых рынках в США, Европе и Японии. Визуально кроссовер стал злее, конструктивно прочнее, а по части техники и технологий заметно умнее. При этом RAV4 окончательно прощается с бензиновыми моторами и делает ставку только на гибридные силовые установки. Внешность у нового RAV4 получилась более суровой и подтянутой. Все кузовные панели новые. Подоконная линия теперь прямая и уходит в линию капота. А фирменное лицо оформлено в стиле последних моделей Toyota со светодиодной оптикой в форме клешней. Вариантов исполнения будет 3. Классическая версия, внедорожная и спортивная. Каждая имеет свои особенности. От массивного обвеса и увеличенного клиренса на 12 мм у внедорожной версии до расширенной на 20 мм колеи и заниженной и перекалиброванной подвески у GR Sport. И, конечно, можно выбрать колеса диаметром от 17 до 20 дюймов. Несмотря на заметные перемены в дизайне, кроссовер по-прежнему построен на проверенной платформе TNGA-K. Габариты остались прежними. Длина 4595 мм, колесная база 2690 мм. Но конструктивно шасси переработали. Появились усиленные подрамники и новые точки крепления подвески, что должно положительно сказаться на управляемости. Кузов остался прежним по структуре, но стал строже по форме. Задние стойки теперь имеют наклон под меньшим углом. Салон при этом полностью переосмыслен. Передняя панель стала ниже, на ней теперь находятся два крупных дисплея. Это приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедиа-система с диагональю 12,9 дюйма. Часть физических кнопок осталась, но управление климатом теперь находится в меню мультимедиа-системы. Центральная консоль двухуровневая, в ней есть место для смартфонов. В дорогих версиях оснащение включает проекционный дисплей, панорамную крышу и продвинутую систему безопасности Toyota Safety Sense 4.0. Она работает на новой электронной архитектуре. Она же управляет голосовыми ассистентами и всеми мультимедийными функциями, а также поддерживает обновление по воздуху. Задний ряд сидений немного сместили назад, а его спинка теперь складывается за подлицо с полом багажника. Объем багажного отделения увеличился на 16 литров, до 749 литров. Самое главное изменение в плане техники – это отказ от бензиновых версий. Теперь RAV4 доступен только в виде обычного или подзаряжаемого гибрида. Обе версии объединяет силовая установка нового поколения с атмосферным мотором объемом 2,5 литра, электромеханическим вариатором и компактной электроникой, размещенной полностью под капотом. Есть как переднеприводные версии, так и полноприводные, в которых заднюю ось приводит отдельный электромотор. Гибриды в зависимости от рынка выдают от 183 до 239 сил, а подзаряжаемые версии до 324 лошадиных сил. Запас хода на электротяге у таких версий вырос до 150 км, а общий пробег может составить 1350 км. Новый RAV4 можно заряжать переменным током мощностью до 11 кВт и постоянным до 50. Более того, кроссовер может служить источником питания для дома или внешней техники. Стоит отметить, что полноприводные варианты могут тянуть прицепы весом до 1,6 тонны. На ключевых рынках, включая США, новые Toyota RAV4 поступят в продажу уже к концу этого года. Друзья, как вам новая Toyota RAV4? И, как вы считаете, новое поколение стало выглядеть лучше? Делитесь своим мнением в комментариях, а чтобы быть в курсе всех автоновинок, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там всегда самые свежие и проверенные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии.